Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой прекрасный летний джемпер легким ажурным узором, который будет очаровательно смотреться в нежно-персиковом цвете. Классический крой джемпера позволяет связать его, в принципе, на любой размер, девочки. И, в общем-то, сегодня мы будем с вами создавать описание на 3 размера. Это 44, 46, 48 и 50, 52. Вот такой у нас сегодня будет размерный ряд. И мы будем сегодня подробнейшим образом рассматривать с вами, как связать этот красивый, очаровательный джемперочек. Значит, начнем мы с выбора пряжи, спиц. Затем мы с вами свяжем образец узора, изучим выкройку. Вот. И, в общем-то, определяя плотность, дальнейшие расчеты будем уже строить по нашей расчетной плотности. Итак, мои хорошие, начинаем с самого начала. Всем, кому приглянулась данная моделька, остаемся со мной. Этот джемпер можно связать, как я уже сказала, на любой размер. Он будет сидеть очень хорошо в этом классическом таком варианте, в стиле, в общем-то, и на большой размер, и на маленький он будет хорош. Начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Девочки, для вязания образца этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, 100 грамм у нас 330 метров. Очень хорошего качества. Цвет 401, что ли. 55% у нас получается в составе хлопок и 45 акрил. Так. Очень красивый персиковый цвет, нежнейший, очаровательный получается рисуночек. Мелкий и простой, девочки, реально очень простой. Могу порекомендовать для девочек, которые только учатся вязать, и хотят связать какой-то себе летний наряд, да? Можете попробовать этот узорчик освоить. В принципе, там нет ничего сложненького. Итак, давайте я вам покажу схему этих узоров. Их 2, да, вы видите нижняя часть. Для большая часть нашего джемпера связана именно вот этим узором красивым, волнистым, да, и верхняя типа кокетки связана вот этим мелким в шахматном порядке расположенным такими мелкими ромбиками. Очень тоже изящно, красиво смотрится. Схема узора выглядит вот таким образом, девочки. Вот она у нас темненьким выделена здесь. Это 8 петель получается в ширину и 10 рядов в высоту. Раппорт узор составляет. Очень простые условные обозначения. Пустая клеточка — это лицевая петля, кружочек — это накид, и вот этот значок такой — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее. Схема номер 2 выглядит вот таким образом, девочки. Смотрите, схема номер 2, увеличиваю. 4 петли всего раппорт узора, и получается 8 рядов высота этого раппорта. Мы будем вязать сегодня с вами оба узора, и, в общем-то, вы поймете, что это очень легкий и простой узор. Теперь по поводу выкройки. Выкройка у нас вот так выглядит, девочки. Это классический вариант с проймой, с окатом рукава. В общем-то, видите, очень простая, в принципе, модель. Мы такие много
раз с вами на канале рассматривали. Сегодня мы рассмотрим с вами, значит, как я уже повторяюсь, здесь стоят мерочки только на один размер. Мы с вами будем рассматривать 3 размера: 44, 46, 50, 48, 50, 52. Да? 3 размерчика у нас сегодня с вами будет. И, в общем-то, подробнейшим образом я вам в конце видео, после того, как мы с вами определяем плотность, я начинаю расчетную часть, и там я вам все рисую, рассказываю ширину, длину, сколько петель набирать, сколько петель, как располагать узоры, как эти петли распределить, да, то есть там все мы подробно и детально с вами разбираем и схематично, в общем-то, я вам все это дело показываю и объясняю. Ну, а для вашего удобства у нас будет вот такое с вами описание. Сейчас, секундочку, вот так сдвину его немножко. Вот такое у нас описание, оно всегда сопровождает мои мастер-классы. Вот, значит, общий расход пряжи, я думаю, что на маленький размер 44-46 достаточно будет около 300 грамм даже. На 48 это 350 и на 50-52 около 400 грамм. Рукава у нас короткие. Я думаю, что именно такой расход пряжи будет достаточно. Спицы мы будем использовать с вами 3,5. И, в общем-то, все остальное дальнейшее описание последовательно, попетельно изложено вот здесь, и будет оно у нас под видео, как я уже повторялась. Кто не знает, под видео есть треугольничек перевернутый справа, и, в общем, если вы на него нажимаете, то открывается у вас вкладка, в которой вот это весь текст будет там для вашего ознакомления. Здесь все подробнейшим образом разобрано. В общем-то, девочки, читайте, и все, что непонятно, я пытаюсь вам объяснить во второй части видео, где мы с вами наглядно рассматриваем расчеты. Итак, давайте приступим с вами к вязанию образца. Итак, девочки, для образца будем набирать с вами 35 петель. Я хочу связать раппорт, 4 раппорта по 8 петель, это 32 петли, 1 петля для симметрии у нас будет браться, и 2 кромочные, итого 35. Вы, конечно, можете набрать поменьше, ну, хотя бы 2 раппорта там, да, 8 плюс 1 для симметрии, 16, 17, 19 петель можно набрать. Но мне нужно посчитать плотность, поэтому, девочки, я буду такой большой образец вязать. Набираем 35 петелечек самостоятельно. Первый ряд нашего раппорта — это лицевые петли. То есть мы вяжем с вами все петли лицевые. И второй ряд у нас идет тоже все петли изнаночные. То есть вяжем все петли лицевые, девочки. Второй ряд все петли изнаночные будут, и вообще все четные ряды в этом узоре вяжутся изнаночными петельками, кроме одного последнего 10-го ряда. Имейте это в виду. Продолжаем самостоятельно вязать первый ряд лицевые петли. Третий ряд у нас с вами. Вяжем накид. Итак, девочки, значит так, не накид. У нас с вами 1 петля лицевая для симметрии добавляется справа. И мы про нее не должны забывать. Мы вяжем, начинаем с этой дополнительной петли для симметрии справа. То есть начинается раппорт с накида, все правильно. Но вот эту лицевую мы должны провязывать для симметрии, она у нас будет добавляться. А теперь накид. Вот теперь начался раппорт. Накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я делаю вот так. У меня вторая петля накидывается поверх первой. И вот так все 3 вместе я провязываю 1 лицевой. Затем 2 лицевые, накид, лицевая. Раппорт связан, первый раппорт, второй вяжем, накид,
2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, то есть первая, вторая, я опять меняю петельки местами и вяжу как 3 вместе лицевой. Затем опять 2 лицевые, накид, лицевая. Второй раппорт связан. Третий раппорт распределяем петли, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, лицевая. И четвертый раппорт вяжем накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, лицевая, кромочная и изнаночная. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные, в том числе накиды. Вяжем 5 ряд. Первая петля для симметрии лицевая, начинаем вязать раппорт. Лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид и 2 лицевые. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. Кому это сложно понять, я покажу еще раз. Лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт второй связан. Ну и там 3, 4 самостоятельно вяжем. 7 ряд. 1 лицевая для симметрии, вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт. Повторяем точно такой же раппорт. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и так далее. Продолжаем. Раппорты повторяем. Итак, 9 ряд мы будем вязать с вами лицевыми петлями, а 10 ряд мы будем тоже вязать лицевыми петлями. То есть сейчас вот у нас идет 9 ряд, все петли лицевые я вяжу. 10 ряд, все петли тоже лицевые. Самостоятельно, девочки, вяжем. И наш 10 ряд, как я и сказала, все петли тоже лицевые вяжутся. Это изнаночный ряд. Продолжаем до конца ряда. Итак, 10 рядов связали. Это наш раппорт, связанный полностью. Далее у нас повтор идет опять с первого ряда, девочки. Мы будем вязать. Я свяжу еще, наверное, раппорт, может быть 2 раппорта. Сейчас посмотрю, как будет смотреться. И затем мы приступим к вязанию второго узорчика нашего. У него раппортик маленький. Смотрите, вот первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. И вот он у нас выделен, этот раппорт. Будем тоже его вязать. Это для верхней части нашего изделия. Этот вот мы вяжем основной узор, а это для кокетки. Такой вот узорчик будем еще вязать. Второй узор. Девочки, я уже связала один раппорт. Высоту он 8 рядов. И давайте с вами тоже его свяжем. Вот он у нас выделен здесь, этот раппортик. Он всего содержит 4 петли. Очень легенький. Вяжем первый ряд. Первый ряд вяжем следующим образом раппорт. Смотрите, помните, у нас одна петля была лицевая для симметрии в самом начале перед раппортами, да? Также мы ее давайте оставляем. Провязываем ее лицевой и переходим к вязанию раппорт. Делаем накид, изнаночная, снова накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли.
Это был раппорт узора. Далее повторяем. Снова накид, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. То есть всего 4 петли у нас раппорт. Снова повторяем. Накид, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали еще один раппорт. Вот таким образом, девочки, формируется у нас первый ряд нашего узора. Вяжем так до конца. Теперь, что касается второго ряда. Смотрите, значит, во втором ряду мы вяжем следующим образом. Значит, 2 изнаночные у нас идут. Затем у нас идут с вами петельки изнаночная, изнаночная. И там, где у нас с вами, девочки, была 3 вместе лицевой, над ней вяжется лицевая петля. Опять идут 1, 2, 3 изнаночные. И над той петлей, где была 3 вместе лицевой, вяжется лицевая петля. Опять 3 изнаночные и лицевая петля там, где было 3 вместе лицевой, да. То есть вот таким образом вяжется раппорт узора. 3 получается у нас изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. Это раппорт второго ряда. И начинаем вязать раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Снова раппорт, второй раппорт вяжем. 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Вот таким образом, девочки, у меня формируется третий ряд. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд у нас вяжется, как смотрят петли. То есть то, что видим, то и вяжем. Смотрите, вот смотрит на нас изнаночная, да? То есть мы их и вяжем. Смотрит на нас лицевая, провязываем ее лицевой. То есть, собственно, раппорт у нас такой же. 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, лицевая. Вот таким образом вяжем четвертый ряд. И начинается наш раппорт, девочки. Вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, изнаночная. Это был раппорт узора. Второй раппорт также вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, изнаночная. Второй раппорт связали. Третий раппорт также вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, изнаночная. Продолжаем вязать то же самое. Шестой ряд у нас с вами, девочки, будет вязаться следующим образом. То есть все петельки мы вяжем изнаночные, а там, где было 3 вместе лицевой одной, мы вяжем лицевую. Опять 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные. То есть принцип такой, чтобы было вам легко понять. Лицевая. То есть на самом деле раппорт у нас с изнаночной стороны будет следующим образом выглядеть. Смотрите, вяжется 2 изнаночные, лицевая, опять 2 изнаночные, лицевая. Но проще всего ориентироваться вот таким образом, что все петли у нас вяжутся изнаночными, и лицевая у нас только там, где был 3 вместе лицевой. Очень легко ориентироваться. Я, честно сказать, вот так вот и вяжу этот ряд, не считая никакие раппорты, так проще. Вот. Связали кромочная, изнаночная. И таким образом 7-й ряд у нас с вами. 7-й ряд. И раппорт узора вяжем. Смотрите, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. Снова второй раппорт, лицевая, изнаночная,
2 лицевые. Далее опять раппорт. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые. Следующий раппорт. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые. Повторяем. 7 ряд. 8 ряд вяжем, как смотрят петли, то есть, смотрите, на самом деле раппорт у нас, да, то есть вот смотрит на нас изнаночный, вяжем изнаночный, смотрит на нас лицевая, вяжем лицевая. Вот таким образом вяжем этот ряд. То есть здесь у нас идет смещение узора в шахматном порядке. Очень легкий узор, сейчас я вам покажу. Получается вот такой у нас узор. То есть в нижней части большинство значит, тела связано узором нижним, и кокеточка вяжется вот таким мелким, но очень легеньким узорчиком, красивый. В шахматном порядке у нас идут вот такие ячеечки, сменяются, да? Так, мои хорошие, давайте сейчас сделаем с вами замер плотности. Для этого горячим утюгом с вами будем сейчас отпаривать образец. Итак, делаем влажную тепловую обработку образца. Вот так я воздействую на него. Давайте его потянем, девочки. Потянем в разные стороны. Влажненький, податливый у нас. Так. Отлично. Распрямили. Красиво уложили. На кромочные обращаем внимание. Нам они тоже понадобятся в расчетах. Все. Итак, оставляем сохнуть наш образец. Девочки, прикладываем линеечку, измеряем. У меня ширина 17,5 сантиметров получается образца, и в узоре участвует 35 петель. 35 поделить на 17,5 сантиметров, это будет циферка 2. То есть в 1 сантиметре, давайте запишем, в 1 сантиметре 2 петли у нас. Так, это по горизонтали была плотность. Теперь по вертикали. Также измеряем высоту нашего образца. 16 сантиметров. И считаем, сколько рядов участвует в образце. Итак, я посчитала ряды. 36 рядов участвует в образце. И у нас с вами 16 сантиметров. То есть 36 я делю на 16. И получаю циферку 2,25. Давайте запишем. Можно, конечно, округлить как 2,3. Давайте запишем в 1 сантиметре 2,3 ряда участвует. Итак, вот такие цифры очень важные, которые нам понадобятся сейчас в расчетах. Итак, смотрим выкройку. Выкройка, которая нам сегодня понадобится для дальнейших расчетов, вот такая. Это родная выкройка от этой модельки. Девочки, мы будем составлять, значит, на описание на несколько размеров. Не то, что здесь вот, например, 46 сантиметров в ширину они считают достаточно. В общем, я решила, что у нас будет размерчик 40, значит так, 44 будет размерчик, 46, 48 размерчик и 50, 52. То есть 44-46 размер у нас будет иметь ширину 50 сантиметров. Ширина спинки и переда. Размер 48 будет иметь у нас ширину 53,5 сантиметра. И размер 50-52 будет иметь у нас ширину 57,5 сантиметров. У нас идеально укладывается наш раппорт узора на 8 петлях при таком раскладе. И теперь давайте попетельно все эти сантиметры переведем в петли. Итак, 50 сантиметров мы умножим с вами на плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2 петли, то есть на 2. 50 умножить на 2, это будет 50 на 2, это будет 100.
Так, ну у нас 99 на одну петлю поменьше я написала, потому что у нас так укладывается раппорт узора. Хорошо так будет. 99 петель. Одна петля не играет никакой роли. Второй размерчик у нас с вами будет, значит, шириной 53,5. 53,5 я умножила на плотность 2, получаем 107 петель. Так и запишем. И третий размер у нас 57,5 сантиметров. Умножаем с вами на плотность 2, получаем 115 петель. А теперь эти петли надо распределить на узоры. И надо выделить целое число раппортов, девочки. Для этого я все эти петли наши делю на 8. Число петель в раппорте это 8. Плюс одна петля у нас для симметрии идет и 2 кромочные. Их тоже надо учитывать. Итак, первые 99 петель поделить на 8, целых 12 раппортов у нас получается. 12 умножить на 8, в узоре будет задействовано 96 петель. Одна петля у нас для симметрии, которую мы с вами вязали в узоре, да, она у нас крайне правая была, и плюс 2 кромочные. Итого 99 петель. То самое, о чем я вам говорила. То есть 12 раппортов. А далее, девочки, то же самое мы распределяем 99 плюс дополнительный раппорт у нас добавляется, плюс 8 петель. Получаем 107 петель. То есть мы переходим на следующий с вами размер. Видите, как здорово совпало. И затем к 107 мы переходим на следующий размер, еще один раппорт добавляем, получаем 115 петель. Это как раз 50-52 размер. То есть от 12 раппортов мы перешли к 13 раппортам и на третий размер 50-52 перешли к 14 раппортам. По 8 петель у нас. Все понятно. При этом не забываем, да, что у нас одна петля правая для симметрии и 2 кромочные. С этим мы определились. Итак, следующее, что у нас с вами. Давайте определимся с проймой и с вырезом горловины. Сколько петель у нас придется на пройму, на вырез горловины. Смотрите, пройма, глубина ее будет, пусть у нас 4, 4,5, 5 сантиметров, в зависимости от размера. И по петельной это будет выражено как 4 умножить на плотность 2, это 8 петель надо закрыть. Да? 4,5 на 2 это будет 9 петель, и 5 сантиметров умножить на 2 это 10 петель пройма. То есть с каждой стороны будем последовательно убавлять с вами эти петли. В какой последовательности, поскольку петель, я распишу это все в нашем описании, которое будет выложено под видео, девочки, всегда. Здесь я сейчас в этих расчетах не буду заострять такие нюансы, да, как бы это очень долго рассказывать. Вы почитаете это все в открытом доступе. Итак, по вырезу горловины, посмотрите, на маленький размер у родной выкройки это 19 сантиметров. Вот, я, конечно, беру на себя смелость. Значит, 19 сантиметров умножить на плотность 2, это будет 38 петель. Да? Я взяла и расширила чуть больше. У нас все-таки 50 сантиметров, а не 46, как здесь запланировано. Я считаю, что около 20 сантиметров вырез горловины это нормально. Тем более здесь еще будет планка потом вязаться. Небольшая, такая не широкая, всего 1,5 сантиметра, но она будет. Итак, мои хорошие, значит, смотрите. На первый размер выделяю я на вырез горловин 39 петель, на второй размер 41 петлю и на третий размер 43 петли. Вот так у нас распределяется с вами петельки. Перед и спинка отличаются друг от друга лишь вырезом горловины. На какой высоте я буду делать вырез горловины, все это будет попетельно у вас в инструкции выложено под видео. Здесь я сейчас не заостряю на этом внимание. Общая длина изделия, я хотела подчеркнуть, она у нас укороченная, то есть вы видели, что не длинный этот джемпер, не длинный совсем, да? То есть, смотрите, на первый размер я беру 54 сантиметра, на второй размер 55 и на третий 56 сантиметров. То есть этот джемпер специально так запрограммирован, скажем так, на
ряд сантиметров короче, чем мы привыкли это традиционно видеть. Да? Поэтому, если вас смущает такая длина, конечно же, вот эту мерку от планки до проймы вы можете увеличить или уменьшить под себя любимого. Да? Все. За счет этого у нас увеличивается длина изделия. На пройму, на высоту проймы у нас ушло, значит, 17,5 сантиметров, 18,5 сантиметров и 19,5 сантиметров на третий размер. Теперь давайте перейдем к рукавчику. У рукавчика у нас по низу будет набираться на первые два размера по 67 петель. Это будет, сразу вам скажу, 8 раппортов, 8 на 8, 64, да, таблицу умножения все знают, да, плюс 3 петли. Одна петля для симметрии, 2 кромочные. То есть 67 петель у нас на первые два размера. И добавив один раппорт на третий размер, рука здесь уже потолще, конечно, 52 размер. Здесь 75 петель у нас набирается. Также вяжется планка, и после этого распределяются узоры. Кстати, здесь тоже планка везде. И по переду, и по спинку планочка платочной вязкой вяжется. Так, и планочка вот у нас здесь 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра. И по переду тоже она везде одинаковая. Кроме планочки по вырезу горловины, здесь чуть она меньше, 1,5 сантиметра. И вяжется она, девочки, не платочной вязкой, а резиночкой 2 на 2. Итак, смотрите. Значит, набрав нужное количество петель, мы связали планку, перешли на узор. И я уже сказала, это 8 раппортов здесь получается. И на третий размер 9 раппортов по 8 петель. Вяжем узором 1, то есть вот этим узором, который мы вначале с вами вязали. Кстати, девочки, здесь на вот высоте, на определенной высоте, вы видели, узор меняется. Мы вязали второй узор, да, раппорт у него 4 петли, то есть в одном раппорте вот этой схемы у нас уменьшается 2 раппорта схемы вот этой, которую мы вязали, маленькой такой. Вот, имейте это в виду. Так, и что еще я хотела подчеркнуть здесь. Переход от одной схемы к другой у нас будет осуществляться после того, как вы все петли по пройме закроете. Понимаете мою мысль, да? Здесь необходимо будет совместить узор. Я показывала как, чтобы, в общем-то, ну как бы... Но если вы даже и не впишетесь, это не страшно. Как бы вот здесь вот дают они как бы ориентир. Там, где у нас с вами 3 вместе, чтобы вот это совпало тоже по раппортам. Вот в первом узоре 3 вместе, и тут вот 3 вместе тоже, как бы чтобы это совпало, да, то есть симметрия соблюдалась. Здесь у вас у проймы будет закрываться разное количество петель на раппорт, поэтому, девочки, это вы берете на себя, вот это вот распределение узоров здесь, у каждого размера будет свое начало раппорта. Но, в принципе, если вы даже вот будет как-то по-другому у вас получится, начинайте, вот посмотрите, сколько у вас петелечек, и как-нибудь распределите. Можно, если не попадаете в раппорт, сделать, например, 1-2 лицевые с края, да, там, но симметрично посмотрите, чтобы у вас совпало и тут, и тут. То есть здесь, конечно, понадобится небольшой расчет, небольшое, как говорится, движение ума, да. Так, теперь что касается рукавчика. Я опять перешла. Рукав вяжется по схеме 1, то есть первым. Здесь никаких переходов на другой ажурный узор нет. И смотрите, что у нас здесь с вами получается. Мы будем делать небольшой скос, то есть у нас будет по скосу прибавляться. По каждому у нас 2 скоса у рукава. По каждому на первый размер 3 петли, на второй 4 петли, на третий 2 петли. Ну, эти петли я вычислила путем вычисления из самой широкой части рукава, то, что у нас по низу набиралось. Да? У меня ведь получилось 73, 75 и 79 петель, в зависимости от размера. И вот эти величины я вычитала нижние петли, и в сумме, и при разнице у меня получалась вот такая
попетельная картина. Равномерно их, пожалуйста, распределите, через равное расстояние прибавьте. Ну, то есть такие небольшие как бы величины, 3 петли, 2 петли, 4 петли. Я думаю, вы это самостоятельно сделаете. Высота скоса у нас, девочки, от планки и до оката это 10,5 сантиметров. Переведите это сразу в ряды. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Помните, мы ее считали тоже в 1 сантиметре 2,3 ряда. Да? То есть мы с вами переводим 10,5 сантиметров высота скоса, умножаем на 2,3 плотность, получаем 24 ряда. Скос у нас 24 ряда. Ну и здесь легко определить, например, 24 мы поделим на первый размер, 3 петли в каждом скосе прибавить. 24 устно делим на 3, сколько получается? Правильно, 8. В каждом 8 ряду делаем прибавку. Далее, на второй размер надо 4 петли прибавить. По скосу 24 делим на 4, получаем 6. Правильно, в каждом 6 ряду. Ну и 24 на третий размер, всего 2 петли. Да? То есть мы в каждом 12 ряду делаем прибавку. То есть вот так вот получается. Окат у нас будет вязаться по выкройке в натуральную величину. Я дам ссылочку, как его сформировать, кому интересно теоретически. Но обычно составляется выкройка и вяжется прикладываясь. Каждый раз наше полотно вязаное к этой выкройке так легко сориентироваться. Это для начинающих, для девочек, которые не имеют опыта. Ну а те, которые уже практически навык имеют, в принципе, здесь несложно. Вы и сами сформируете этот окат, у кого есть уже навык практически, кто уже не раз вязал такие джемперочки. Это несложно, девочки. Итак, в общем-то, все основы я вам рассказала, что у нас тут попетельно, какая картина вырисовывается, да, и все детально вы читаете под видео в описании. Там я заостряю внимание на вертикальной плотности. Каждый размер, который у меня встречается, я перевожу в вертикальном состоянии, то есть в ряды, и вязать надо, девочки, руководствуясь именно этим описанием. Даже если вы поменяете высоту, обязательно пересчитайте, сделайте перерасчет изделия, потому что очень важно учитывать вертикальную плотность, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не приобрело нежелательную, как говорится, длину, которую вы не планировали. Да? Чтобы избежать этого, нужно делать все по технологии, то есть с применением вертикальной плотности. Я желаю вам удачи, мои хорошие, чтобы все у вас получилось, связался этот красивый джемперочек, и до новых встреч!